Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такие серьги. Я буду использовать технику фриволите иглой и вязание крючком. А также в конце видео я хочу рассказать вам об условиях нового розыгрыша, который я буду проводить. Разыгрывать я буду вот такой набор из 4 игл для фриволите. Но об этом чуть позже, а сейчас давайте приступать к нашей работе. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. И там же есть ссылка на уроки по основам фриволите для новичков. Использовать я буду нитки Ariana Vega, толщина 30. Нитки тонкие, поэтому все узелки в этой работе будут двойные. Оставляем маленький хвостик и выполняем первое кольцо. 10 двойных узлов фриволите, пико, 4 двойных узла. Пико делаем маленькие, около 2-3 мм. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем еще одно кольцо по схеме выше. Так же, как и в предыдущем кольце, выполняем двойные узелки. Закрываем кольцо и выполняем 2 узелка, не переворачивая работу. Теперь отрезаем кончики почти вплотную и аккуратно опаляем их. Это будет изнаночная сторона. А вот это лицевая. Заправляем нить и повторяем маленькое кольцо, присоединяя его к первому.
Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем большое колечко, соединяя его с предыдущим. Закрываем кольцо и выполняем 2 узелка, не переворачивая работу. Снова отрезаем кончики и аккуратно их опаляем. Выполняем еще 2 такие восьмерки, присоединяя их к предыдущей. Теперь выполним последнюю, 5-ю восьмерку. Она будет симметрична первой.
Вот такая цепочка у нас получилась. Теперь будем обвязывать наши кольца крючком. Так как я использую тонкие нитки, я подобрала соответствующий маленький крючок. Работу расположите лицевой стороной вверх. Будем обвязывать кольца справа налево. Протягиваем петельку через первое пико и выполняем первую воздушную петлю, вытягивая основную нить и кончик нити. Вытягиваем хвостик, его мы спрячем позже. И выполняем еще 9 воздушных петель. Если вы еще не умеете вязать крючком и вам хотелось бы увидеть более подробный урок по основам, напишите об этом в комментариях. Если таких запросов будет много, то я обязательно сниму отдельное видео на эту тему. Выполняем соединение со следующим пико. Снова набираем 10 воздушных петель и присоединяемся к следующему пико. Выполняем еще 2 такие цепочки до последнего пико. Переворачиваем работу и выполняем одну воздушную петлю. Провязываем 2 столбика без накида. Теперь провязываем 2 полустолбика с накидом. Далее у нас будет 2 столбика с накидом. Посередине провязываем 1 столбик с 2 накидами. Теперь выполняем точно такие же столбики, только в обратном порядке. Провязываем такие же столбики на всех цепочках из воздушных петель до конца нашего мотива. Отрезаем нитку, которая идет к клубку, и завязываем 2 узелка. Аккуратно отрезаем и опаливаем кончики. Вот что у нас получилось.
Осталось присоединить швецу. Для этого я сначала ее раскрою. Берем нашу заготовку и складываем ее вот таким образом. Крепим швецу за 2 верхних колечка. Вторую серьгу складываем симметричным образом. В первой серьге колечко справа мы поместили поверх колечка слева. Во второй серьге наоборот, колечко слева поверх правого. Вот и все, серьги готовы. А теперь внимание, условия розыгрыша. Первое условие – быть подписчиком моего канала. Второе условие – поставить лайк этому видео. И третье, последнее условие – оставить любой позитивный комментарий под этим видео. На каждый комментарий я отвечу и укажу номер участника. 3 ноября будет выбран случайный номер, и я объявлю победителя. Ну что ж, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!